Более 60 тысяч просмотров видео о самой массовой депортации Советского Союза. История, которую никто не знает. Под ним более 2000 комментариев от людей, чьи родственники прошли через этот ад. Вина этих людей заключалась в том, что они были по национальности немцы и жили на российской земле 200 лет. Сегодня я предлагаю вам послушать только маленькую часть тех комментариев, которые оставили люди под этим видео. Прабабушка рассказывала. Пришли и сказали: 24 часа на сборы. Ничего больше. Мои бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки — все они были в тех скотских вагонах, в так называемых столыпинских. Привезли в Казахстан и выбросили как скот. При той депортации потеряли самую младшую сестру. Искали по всем детдомам. Так и не нашли. Папа был совсем ребенком, когда семью выслали с Поволжья. В 16 лет его забрали в трудармию. На 11 лет. Дом, большое хозяйство. Отобрали все. Ничего так и не вернули. Сначала раскулачили. Жили богато. Мельницы, пекарни, хорошее хозяйство. Потом все отобрали. А через пару десятков лет депортировали как скот. Дед был в Караганде, в трудармии. Отец вернулся из трудармии молодым, но без зубов и совершенно седым. Ему было 27 лет. Его актировали, то есть списали как умирающего. Многие до этого актирования вообще не доживали. Прожил он до 90 лет, уже в Германии. Помню все из его рассказов. Я выросла в Казахстане, в немецкой деревне. Моим родителям повезло. Их семьи уехали с Поволжья еще в 1900-м, обжились в казахских степях. Но пришла советская власть, забрали все. Мужчин в трудармию, женщины выживали с детьми как могли. Приезжала комиссия и забирала все продукты до последнего. Скот резали прямо на месте. Мясо забирали, оставляли только головы, внутренности и копыта. Пшеницу вывозили еще осенью. Семьи на зиму оставались вообще без запасов. А в семьях было по 5-6 детей. Мама, когда рассказывала о тех годах, всегда плакала. Бедные дети. Все были рахитами. В Советском Союзе простой народ даже не знал, что когда-то была немецкая республика. Моя семья тоже из тех, кого выселили за 24 часа. Я поздний ребенок в большой семье. Родители были уже взрослыми, когда попали под этот советский жорнов. Мужчин и женщин, у которых дети старше 3 лет, угнали в трудармию, где погиб каждый второй. Те, кто оставался с малыми детьми, брали к себе детей соседей и родственников, чтобы те не сгинули. Моя мама родила младенца, поэтому ее не забрали. Но всех ее сестер и братьев угнали. 13 племянников, мало меньше остались с ней одной. Это было страшнее ада. Женщин поднимали в 4 утра на каторжные работы. И это не в лагере, а в спецпоселении. Не дай бог опоздать. Не увидишь детей или забьют насмерть прямо перед всеми. И не нужно говорить, что всем было одинаково. Только в 1956 году пришло небольшое ослабление. Уже и войны давно не было. Уже и военнопленных отпустили. А немцы всю держали на поводке коменданта. Деда расстреляли в 1941 году. Семью сослали из Запорожья в Сибирь. Мою мать, ей было 4 года, вместе с 3-летними и 2-летними кузенами выгнали из вагонов в чистом поле со старой бабушкой. Бабушка ходила с детьми по деревням и побиралась. Матерей держали в концлагере, где они работали по 12 часов в сутки. Многие умерли от голода и истощения. Моя прабабушка тоже умерла от голода. Отдавала все детям. Себе не оставляла ничего. Прадед умер в эшелоне. На станции в Казахстане труп сдали железнодорожной милиции вместе с другими умершими. Что стало с ними дальше, неизвестно. А сестре моего деда повезло. Председатель колхоза, приехавший на станцию, спросил, есть ли в эшелоне кузнец. Нашелся кузнец. И председатель спроворил так, что несколько семей отдали ему. Вот так одна сестра деда оказалась в Павлодарской области, другая в Красноярском крае, а братья после трудармии в Киргизии. Разбросала по 3 регионам, и больше они вместе не собирались.
Мой дед и его братья с Поволжья погибли в советских лагерях или вернулись оттуда калеками. Один из них умер от голода прямо в поезде по дороге в Сибирь. Дед ушел под лед Ладоги в феврале 1942 на дороге жизни. 2 прадеда умерли в трудармии в Челябинске. Бабушка работала на лесоповале. У нас был целый немецкий поселок. Какая там была чистота и красота. А как притесняла местная власть. Девушку изнасилуют местные, полиция только посмеется. При первой возможности уехали в Германию. А возвращаться в Ленинград было некуда. Там уже жили другие люди. Там и немцы, и калмыки, и другие неблагонадежные все жили в землянках за селом на озере. Их за людей не считали. Умерших по пути выбрасывали на ходу из вагонов. Плохо обошлись с людьми. И по сей день ни напоминаний, ни извинений. Моей бабушке было 39 лет. Ее депортировали в Казахстан с 8 детьми. Дед умер в трудармии. Нет им прощения. Моего прадеда убили в лагере. Из 9 детей, ютившихся под снегом в норах, выжили 3. Внукам не давали учиться в университетах. В школах им всегда бросали в спину одно слово – фашист. Документы начали выдавать только с 1973 года. Я 8-й ребенок в нашей немецкой семье, и все 8 родились в ссылке в Сибири. Мой отец, 1925 года рождения, прошел 2 трудармии. Из первой бежал и не был расстрелян только потому, что был малолетним. Я всю жизнь думал и не мог понять, как можно упечь ребенка в лагерь только за то, что он по национальности немец. Каждая немецкая семья в Советском Союзе – это боль и трагедия. Мой отец много лет был под комендатурой в Сибири. Дед реабилитирован посмертно только в 90-х. Место захоронения не сообщено. Моего деда в 1924 году зарубили. Только за то, что он был немцем. Матери тогда было 11 лет. В 1941 родителей выслали. Отца в тайгу на лесоповал, мать в Кузбасс, в угольную шахту. Страшные времена выпали на долю моих родных. И очень обидно, что нынешнее поколение этим даже не интересуется. Оба деда не вернулись из трудармии. Дедушка по маме Александр Райхерт из Запорожской области, из немецкого села Викторфельд. Забрали ночью. Не вернулся. Реабилитирован невинный. Дедушка по папе Эдуард Кирке с Донбасса, из немецкого села. Тоже не вернулся. Тоже реабилитирован посмертно. Тоже невинный. Но кому от этой бумаги стало легче? Недавно мой родственник получил из архива высыльное дело нашего деда. Там так и написано «Высылается навечно». А за попытку самовольно оставить место поселения – каторжные работы сроком на 25 лет. Я читала это и плакала, глядя на фото молодого и красивого деда. Справка о реабилитации моего деда у меня на руках. Выдана УВД Саратовской области. В ней написано: дедушка, тогда ему был 31 год, подвергнут по политическим мотивам и национальному признаку административному выселению и направлен на спецпоселение. Реабилитирован через полвека. Запоздало? Полумеры? Да. Но ничего не вернули. Ни ему, ни нам. Когда я получала паспорт, в графе «национальность» написала «немка», а получила паспорт с записью «русская». Сколько ни ходила, ни требовала, ничего не помогло. Дошла до начальника паспортного стола, а он сказал мне: «Здесь нет никаких немцев, а те, которые были, лежат в земле». Мама сказала: «Оставь. Мы знаем, кто ты, и ты сама это знаешь». Что, впрочем, впоследствии обернулось против меня уже в Германии. Там сказали: «Значит, вам было удобнее не быть немкой в Советском Союзе. Иди докажи теперь, что это не так». Моя мама, моя тетя и мой дядя были репрессированы с самого рождения, только потому, что родились в семье поволжских немцев. Я потомок поволжских немцев. Мои предки жили в деревне Блюменфельд на Поволжье, пока советский режим не решил отнять у них все: дом, землю, будущее, и не отправил их в ссылку в Сибирь. Судьба мужчин моей семьи неизвестна по сей день. Моя бабушка родилась в декабре 1941 года в так называемом спецпоселении.
И когда сегодня говорят о реабилитации, хочется спросить, где она? Людям просто выдали справки о том, что они якобы реабилитированы, но не вернули ничего. Ни автономию, ни имущество, ни справедливость, ни даже память о погибших. Целый народ был объявлен врагом лишь по происхождению. Мои предки и по отцу, и по матери с Поволжья. Я немка. Я потомок людей, которых объявили врагами не за поступки, а за кровь. Депортации начались еще в 1937 году, а в 1941 поголовно всех. Ночные аресты мирных людей, товарные вагоны, норы в снегу вместо жилья – это не военная необходимость. Это позор истории. И этот позор до сих пор не признан и не назван своим именем.